Здравствуйте, господа! Начинаем сегодняшний вебинар «Секреты самоисцеления. Вопросы и ответы» с Андреем Дуйко. Как всегда, по вторникам я даю вам советы по самоисцелению, здоровью, которые связаны с моими знаниями и компанией «Тибетская формула». Несколько слов о компании «Тибетская формула». Сегодня бы хотел вам это сказать. В свое время, вы, наверное, знаете мою историю, я был человеком, который болел онкологическим заболеванием. Нет, все было не печально. На самом деле, заболевание, которым я болел, оно достаточно изучено и излечимо, пройдя курсы химиотерапии, удалив несколько органов и пройдя радиотерапию, пройдя курс, в общем случае, это у меня продлилось на протяжении нескольких лет, я получил хорошие результаты и в данный момент, в общем-то, чувствую себя хорошо. Также хочу сказать, что это не произошло за счет БАДов. Тогда зачем я это говорю? Я столкнулся с проблемой плохого самочувствия. Проблема плохого самочувствия для меня была очень серьезной, потому что наша медицина, она не лечит плохое самочувствие, и это не является диагнозом. Есть синдром хронической усталости, есть депрессия, и находясь с плохим самочувствием, просыпаясь утром с отеком, с тошнотой, с плохим настроением и так далее. Мне ставили самые различные диагнозы. То есть ставили диагнозы депрессия, ставили диагнозы тревожное расстройство. Пробовали лечить от гастроэзофагиального рефлюкса, и заканчивалось это все исследованиями, связанными с кровью, с гематологией, где тоже, в общем-то, все было хорошо. И, в общем-то, каждый курс не заканчивался ни с чем, и это длилось очень длительное время, а именно несколько лет. Я столкнулся с тем, что называется постоянная усталость, постоянное нежелание предпринимать или получать какие-то действия. Любая терапия не получала, я не получал какого-либо результата. Максимально это были витамины в небольшом количестве, но это все равно не приносило результатов. Однажды, тогда я находился в городе Винница, и на рынке находилась женщина, ее звали Неля. И эта женщина, она говорит: вы себя плохо чувствуете? Я говорю: да, я травница, и я могу вам помочь с этим. Это, скорее всего, у вас отравление, и вы никак не можете с ним справиться. Это и дает вам вот такую усталость. И прописала мне обычные колоски от пшеницы, чтобы я их заваривал, и после этого их пил по одному стакану один раз в день. Однажды вечером я это все заварил, утром проснулся, заварил, после чего выпил, и после этого только вечером понял, что я вновь чувствую себя, как всегда, хорошо. В этот момент мне пришла идея. Она заключается в том, что использование экстрактов растений, использование препаратов лекарственных растений в виде определенных соединенных между собой компонентов может быть хорошим инструментом для тех людей, которые на сегодняшний день не могут справиться с синдромом хронической усталости, не могут прийти в нормальное состояние, при котором можно быть спокойным, при котором могут быть силы и так далее. Начав изучать целую систему, которая называется тибетская медицина, я обнаружил некоторые детали, которые могут прямо совпадать с выводами нашей традиционной медицины. Так, допустим, традиционная медицина сейчас, в данный момент, говорит о том, что заболевание атеросклероз, помимо всего прочего, связано с недополучением и неусвоением белка. И это в тибетской медицине описывается. То есть то, что было написано в свое время в тибетской медицине, сама природа и происхождение заболеваний, а также течение этих заболеваний, прямо связано с последними, наверное, исследованиями, которые есть в традиционной медицине, и все больше и больше совпадает с самими идеями. Поэтому я и назвал компанию «Тибетской формулой», так как она связана с пониманием устройства организма человека, и это дало мне возможность иметь свое мнение и свою точку зрения на какие-либо заболевания, не изменяя диагноз и применяя экстракты лекарственных растений, из которых я сделал биологически активные добавки. У меня получается успешно помогать людям справляться с рядом заболеваний, а также профилактировать целый ряд заболеваний, устранять симптомокомплексы, а также докапываться до каких-то заболеваний, объединив общую систему между собой и
объясняя о том, как же устроено физическое тело и как мы можем помочь себе при помощи изменения питания или при помощи изменения поведения и так далее. Совмещение древней тибетской системы лечения с современной системой лечения помогло создать более образную картину и, в частности, помогать людям с реабилитацией и профилактикой многих заболеваний. Я успешно работаю на рынке на протяжении уже, наверное, более 14 лет. И приглашаю вас посетить вот этот удивительный мир лекарственных растений, созданных в виде экстрактов, объединенных между собой в сборы, которые я назвал биологически активными добавками, которые вы можете в действительности применять. Слушайте и просматривайте мои семинары, на которых я объясняю, каким образом это можно все применять. В целом я не делаю заявления, что при помощи данных добавок можно излечить все абсолютно заболевания, которыми болеет человек. Но могу сказать, что использование экстрактов лекарственных растений изменяет классификацию биологически активных добавок на биологически активные добавки, сделанные с применением лекарственных растений. То есть фактически можно сказать, что ряд препаратов, которые я широко использую, приготовленных из лекарственных растений, могут считаться перед клиническими испытаниями в будущем, наверное, лекарственными препаратами, которые в дальнейшем предстоит изучить и, наверное, применять в дальнейшем как полноценное действующее вещество. Поэтому обязательно проходите мои семинары, смотрите огромное количество информации на эту тему. И спасибо вам большое за участие. И начнем. Не переживайте, я успею ответить совершенно на все вопросы, которые вы задаете, и начну я вот с чего. Раз я уже заговорил о тибетской медицине, сегодня хотелось бы дать такой ряд информации, я специально подготовился сегодня, и эта информация, она связана с тем, как же все-таки мы можем поставить себе диагноз, каким образом такой диагноз может быть или на что-либо указывать и как с этим справляться. Подготовил такой файлик, я его открою сейчас быстро и постараюсь очень быстро вам что-нибудь дать. Итак. Очень часто от человека мы можем почувствовать определенный запах. Очень часто мы запах можем чувствовать запах гниения мы можем почувствовать из рта. Запах гниения мы можем почувствовать изо рта, и это очень часто может являться признаками панкреатита. Очень связано с признаками панкреатита, особенно в тяжелых формах, может указывать на процесс разложения в поджелудочной железе, что может привести и к гнойному, в том числе, перитониту. Кстати, несколько слов об этом. А вы знаете, что вот ранее я говорил о том, что неупотребление жидкости в организме человека, согласно тибетской медицине, приводит к тому, что человек в дальнейшем стареет и начинает болеть, и все с ним происходит. Помните, я говорил о биноме, наверное, или микробиноме нашего кишечника, о том, как его восстанавливать, и говорил, что это может поспособствовать улучшению общего состояния, включая иммунитет и включая общее функциональное состояние всех отделов нашего организма. Да, это так и есть. И я говорил там о определенных веществах, среди которых ставил на первое место пепсин, помните? Вообще, по поводу поджелудочной железы мне есть что сказать. Дело в том, что поджелудочная железа, она участвует в процессах, помимо всего прочего, участвует в процессах переваривания и усвоения белков. А вы знаете, что очень часто атеросклероз начинается как раз в период, когда у человека перестают усваиваться белки. Прямо сегодня я был на сайте. Этот сайт называется, я сейчас прямо скажу, как он называется, правда он на английском языке, e-gla.org, называется Journal of Lipid and Atherosclerosis. И здесь ряд статей, среди которых в очередной раз есть статья, где говорится о том, что
при исследовании развития атеросклероза начали обращать внимание на то, что у людей, у которых недостаточно употребления белка и недостаточно усвоения белка, в организме происходит формирование и развитие атеросклероза гораздо более быстрее, чем у людей, которые принимают белок. Но дело в том, что здесь как раз говорится не о том, едите вы белковую пищу или нет. Являетесь вы вегетарианцем или не являетесь. Всем известно, что в вегетарианской пище и в обычной мясной пище есть белки. И усвоение организмом белков является как раз принципиальным таким элементом в тибетской медицине, где говорится, что старость начинается в 44 года, кстати, и в 61. И говорят о том, что это происходит, и там говорят о том, что это происходит на фоне неусвоения белков, строительных клеток. Так вот, они совершенно правы. Сегодня ряд исследований данной тенденции или данного открытия говорят о том, что у людей, которые взрослеют, одна из причин того, что у них формируется целый ряд заболеваний, как раз и связана с тем, что у них не происходит усвоение белков. С чем, кстати, связано неусвоение белков, почему это происходит? Здесь тоже можно сказать, что неусвоение белков может приводить к тому, что у человека формируется там мышечная атрофия, саркопения, ослабленная иммунная система, задержка в заживлении ран, остеопороз, потеря веса, общая слабость, когнитивные нарушения, эмоционально-психическая проблема, отечность, анемия. Снижение иммунитета, но самое важное это атеросклероз. Как правило, он, независимо от того, питается хорошо человек или нет, развивается как раз на фоне неусвоения белков. Также проведены ряд исследований, где крупный рогатый скот, а также птицы, а также копытные, парнокопытные животные и грызуны, они подвергались специальному кормлению, соблюдая диету, в которой большое количество было холестерина. Они принимали такую диету и в случае одной разновидности давали таким животным дополнительно белки, другим животным не давали белки, и у тех животных, у которых белков не хватало, у них происходило формирование атеросклероза, повреждались интимы сосудов, ну и так далее. У тех же животных, у которых были белки, этого не происходило. То есть это вывод того, что в процессе, геронтологическом процессе, который связан со старением нашего организма, особый критерий как раз и связан с тем, что у человека перестает правильно формироваться усвоение белка. Независимо от того, какое у вас питание, вы должны знать, что белки, они могут либо усваиваться, либо не усваиваться. У большинства людей старше 45 лет появляется неусвоение как раз белков, и это связано, как правило, с одной такой существенной проблемой, которая развита, которая является прямо бичом, и на которую, как правило, никто не обращает внимания. Это панкреатит, или это заболевания, связанные с пищеварительными ферментами, и панкреатической можем назвать недостаточностью. Панкреатическая недостаточность – это ферменты, которые необходимы для расщепления белков. Прежде всего это соляная кислота, ну и, конечно, пепсин. И соляная кислота и пепсин участвуют как раз в формировании расщепления белков. Этого и не происходит, и у человека формируются в дальнейшем вот такие проблемы. Синдром мальабсорбции, это целиакия, но это заболевание тонкой кишки, которое связано с потреблением глютена, и глютен повреждает тонкую кишку. Условно можно назвать, что это является глютеноneпереносимостью. Это может быть заболевание Крона или кроновская болезнь, в ходе которой снижение уровня белков. Если вы очень часто ходите по-большому в туалет, если у вас ощущение, будто у вас из сфинктера заднего прохода постоянно что-то вытекает, это заболевание Крона, необходимо обязательно на это обращать внимание. Это могут быть еще проблемы с печенью, также это могут быть инфекции, паразиты, конечно же, это все старение, геронтологическая проблема. Это может быть неправильное питание, в ходе которого нет в рационе питания витамина В8, В6,
особенно B6, потому что он участвует в формировании и усвоении аминокислот, а также цистина, который должен превращаться в цистерин, цистин, цистеин, которые должны, по идее, создавать мосты, в ходе которых свободные радикальные соединения должны выноситься, как бы не закисляя организм. Ну и, конечно, хронический стресс и нарушение психического здоровья. Почему? В этом нам подскажет еще одна работа. Еще одна работа очень знаменитого физиолога. И в этой работе говорится о том, что поджелудочная железа очень реагирует на адреналин. Оказывается, есть работы, которые говорят, что... А что такое адреналин? Адреналин есть стресс. А еще адреналин есть наркотики, адреналин есть кофе, адреналин есть сигареты, адреналин это еще и алкоголь. Поэтому секс есть адреналин, стресс есть адреналин, езда на автомобиле. Смотрите, если взять человека, то говорят, у человека, скорее всего, это все связано со стрессом. И человек говорит, я не могу понять, что значит со стрессом у меня что-то связано. Что у меня со стрессом связано? Остеопороз связан со стрессом. Анемия связана со стрессом, падение иммунитета связано, развитие остеопороза, уже сказал, и там разрушение тазобедренных суставов, проблемы позвоночника. Проблемы, могут быть проблемы поджелудочной железы, ожирение, диарея, неспецифический язвенный колит, заболевания Крона. Ну и это все старение очень быстро. И это все может быть связано как раз с чем? С нашим стрессом. Почему? Потому что там, где есть адреналин, там происходит блокирование работы ферментативной деятельности нашей поджелудочной железы. А наша поджелудочная железа, она должна прежде всего расщеплять белки. Мы сейчас говорим именно об этой функции поджелудочной железы. И эти белки нам в дальнейшем необходимы. Конечно же, человек может питаться естественно, как всегда. То есть у человека может быть естественное питание, белки. Он может принимать одни белки по доктору Бергу, иметь какое-то раздельное питание. Но мы здесь как раз говорим не о том, что мы питаемся и что попадает в наш организм. Едите вы белки или не едите, вы все равно их получаете. Наш организм так устроен, что белки необходимы человеку, и организм их может либо получить, либо не получить. Очень часто на фоне того, что у человека есть стрессы, у него происходит разрушение и нарушение именно этой деятельности, выделительной деятельности поджелудочной железы, как раз связанное с пепсином. Об этом я все время говорю. Хотите, чтобы у вас... Хотите, чтобы не было запаха гниения, хотите, чтобы поджелудочная железа функционировала, хотите начать с чего-то лечение, следите за 3 компонентами. Запомните, прямо внимательно послушайте, что я сегодня вам скажу. Первое. У человека, который имеет диарею, он должен обязательно обратить на это внимание. Потому что диарея есть следствие как раз неусвоения белков. Но вы можете не переживать по поводу углеводов, как говорит доктор Берг. Углеводы у нас перевариваются всегда. В каком бы виде человек не принял углеводы, они будут перевариваться всегда. Даже если у вас есть недостаточность употребления жидкости, даже если у вас есть недостаточность употребления жиров, ваши углеводы будут всегда с вами. Именно поэтому я часто говорю, что человек идет заниматься спортом. Начиная заниматься спортом, он теряет мышечную массу, потому что происходит быстрое сжигание, в том числе и мышечной массы, потому что человек худеет. Но его организм не может восполниться белками, так как для того, чтобы это происходило, необходима правильная, эффективная работа поджелудочной железы. А правильная работа поджелудочной железы — это правильная работа прежде всего ферментативных процессов, среди которых соляная кислота и аминокислоты, витамин В6, и витамин В1 в том числе. И, конечно же, на первое место пепсин, самое важное, что необходимо человеку. И тут такой вопрос, тогда как помочь человеку, если нет диареи,
то вместо соляной кислоты или стимулировать соляную кислоту можно препаратом бетаиногидрохлорид. Стимулировать работу поджелудочной железы и помочь выделять пепсин поможет препарат пепсин. И для самой поджелудочной железы прям обязательно необходимо принимать препарат панкресорб. Это великолепный, мегамощный, потрясающе сильный, хорошо разработанный, великолепный препарат. Огромное количество людей за весь период моей работы, это, скорее всего, если посчитать, то открыл я тибетскую формулу, по-моему, в 2008 году, то это достаточно большой период времени. Без 2 лет, как 20 лет, да? 10, да? 2024, а это 2028, в общем-то, достаточно долго. И за период работы с людьми и за период длительной работы я могу сказать, что если человек долго болеет заболеваниями поджелудочной железы, то в дальнейшем у него могут формироваться целый ряд заболеваний, среди которых на первом месте это старение. То есть это прежде всего старение лица, старение кожи, это ожирение по принципу старения, это снижение половых таких факторов, это снижение либидо, появление атеросклероза и в общем все с этим сопутствующие заболевания. Именно поэтому необходимо обратить на поджелудочную железу прежде всего внимание. Второе. Кислый или горький запах от кожи. Откуда это исходит? Чаще всего изо рта, но может также исходить из тела. Может указывать на наличие сахарного диабета, особенно если запах кислый. Кислый запах также может быть связан с проблемами в пищеводе, например, язвами или гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью, ГЭРБ. Как справиться с гастроэзофагиальной рефлюксной болезнью ГЭРБ? Конечно, вы знаете из моих прошлых видео, каким образом с этим справляться. Я говорил, что человеку с ГЭРБ необходимо знать, что у него происходит снижение кислотности верхнего отдела его желудка. Это и приводит к снижению активности сфинктероида и его отгибу. Именно поэтому повышенная кислотность поможет. Но ошибки: нельзя много воды пить. Второе, это если у вас диарея, много воды пейте. Если диареи нет, а запор, меньше воды. Нельзя пить воды много. Лечите желчные протоки, начинайте лечить печень, это очень важно. И обращайте внимание, принимайте лизоцим и принимайте сорбент ксилокс. Вот таким образом сможете справиться. Ксилокс — это сорбент. Дальше можно еще каолин жидкий. Дальше можно для поджелудочной железы принимать панкресорб. И для желчного пузыря лунглин. Или лучше всего принимать бетулин. И сахарный диабет. В случае, если возникает сахарный диабет у человека, то сахарный диабет необходимо лечить препаратами, которые назначит эндокринолог. Если сахарный диабет первого типа, это говорит о том, что у человека есть проблемы, которые связаны как раз с непереносимостью стрессов. По моему мнению, кстати, есть такой вот очень парадоксальный опыт, который связан с тем, что человеку, у которого нашли сахарный диабет первого типа, у него же было заболевание гипертония и повышалось артериальное давление. И я назначил ему адреноблокаторы, назначил ему бета-адреноблокаторы и альфа-адреноблокаторы и неселективные ингибиторы. И он начал это принимать и, к своему удивлению, со временем заметил и сказал мне: Андрей Андреевич, я лечу, когда я принимаю препараты от моей гипертонии, у меня в этот момент снижается глюкоза в крови, и я себя хорошо чувствую. То есть фактически это помогло мне. Как это связано? Отвечаю. Адреналин является тем, что приводит в дальнейшем к тому, что появляется сахарный диабет первого типа. Это мое мнение. Любые препараты, которые могут быть адреноблокаторами, могут вначале помочь слегка и в дальнейшем достаточно активно помогать человеку справляться с данным заболеванием. Опять-таки, никаких намеков, никаких рекомендаций дать не могу. Это
Информация, скорее всего, частная, чем более такая расширенная, но тем не менее вы можете обратить на это внимание тоже. То есть, помимо всего прочего, при лечении сахарного диабета, по моему мнению, необходимо работать с психологом, а также с человеком, который может рассмотреть, наверное, есть ли у такого человека невроз, нет ли у этого человека какой-либо формы невроза, и есть ли у этого человека проблемы с перевозбуждением, и, возможно, ему в этом отношении необходима такая помощь. По моему мнению, адреналин еще повышается в случае, если очень повышается кислотность желудка, особенно нижнего отдела. И снижение кислотности желудка нижнего отдела может помочь. Чем снижается кислотность нижнего отдела желудка? Она снижается большим количеством питья воды. Как ни странно, именно поэтому при диабете очень хочется пить. И употреблением жиров, потому что снижение происходит за счет выделения желчи, и такое выделение желчи обычно оно снижает кислотность желудка. И это является тоже одним из таких явных факторов. Ну и большое количество воды в случае, если у человека диарея, необходимо принимать. Сколько это большое? Ну не менее 1-2 литров на протяжении дня. Запомните слово «карбонатная». То есть, если у вас сахарный диабет 2 типа и вы хотите похудеть, то карбонатная вода вам нужна, карбонатная. В случае, если у вас сахарный диабет 2 типа, есть у меня препарат спрей гликоцитрохромин, брызгайте 1-2 раза в день. Также принимайте препарат хрома. Это препарат в нашей компании пикалинат хрома. Великолепный препарат, он очень улучшает общее состояние поджелудочной железы. У людей, у которых происходит, ну ладно, не об этом. Запах ацетона, вот. Очень часто запах ацетона идет изо рта, пота и мочи. Свидетельствует о кетоацидозе, мы уже знаем, я об этом многократно рассказывал. Состояние, которое часто развивается у людей с неконтролируемым сахарным диабетом. То есть, помните, уважаемый доктор Берг, которого я, если честно, не очень, он все время говорит, вот сейчас надо привести себя к кетозу. Так вот, я хочу вам сказать, что кетоз по-русски звучит как кетоацидоз, и это на самом деле неконтролируемое проявление сахарного диабета. Чтобы вы просто знали, к чему вы себя доводите или до чего себя доводите. Также ацетон может быть признаком голодания или кетогенной диеты, это я уже дописал. Что необходимо в этот момент знать и что необходимо делать? Обязательно в этот момент необходимо повышать кислотность желудка. Это обязательное условие, любыми способами. Если от человека пахнет ацетоном, то такому человеку необходимо давать кислое что-нибудь и обязательно давать глюкозу, потому что особенно хорошо помогает обычная кока-кола. И второй вариант для быстрого открытия желчного пузыря, именно из-за этого и происходит, то есть он закрывается и не хочет желчь выходить, появляется вот этот кетоз, кетоацидоз. Сейчас, извините. Да, Ксюня? Андрюш, Нет звука или что? алло, Да, слышу, да. да, смотри, Ксюня, у меня вебинар, о чем ты? ой, блин, извини. Давай. А вообще, если постоянный запах ацетона, то необходимо обратиться к эндокринологу. Это нужно обязательно провести исследование и посмотреть, нет ли высокого индекс НОМа, инсулин и глюкоза. Обязательно необходимо на это обратить внимание. Запах аммиака. Вот. Очень часто запах аммиака идет из пота. Запах аммиака могут возникнуть при усиленном распаде белков в организме, что может быть связано с заболеванием почек или с белковой диетой, где потребление белка значительно превышает норму. Если от человека аммиаком пахнет, как будто он чуть-чуть мочой пахнет, это говорит о том, что у него плохо работают почки. Мной был разработан препарат, вы его напрасно не замечаете. Этот препарат называется Реноx.
Данный препарат, он по эффективности, ну, наверное, в какое-то количество раз превосходит канифрон. И я могу сказать, что этот препарат, он заслуживает огромного внимания, потому что много было таких уникальных моментов, когда при применении данного препарата улучшалась функция почек, улучшался диурез, улучшались показатели белка. И прям вот очень хорошие были всевозможные проявления. Знаете, даже с диагноз снимали там хронический пилонефрит и нефроз почки, гидронефроз. Даже было такое, что принимая снижалась жидкость в нефронах и лучше человек себя чувствовал. Конечно же, что такое вообще подагра? Помните, я об этом вам говорил. Подагра является следствием непереносимости и непереваривания белков в нашем желудочно-кишечном тракте. Они должны отчасти превращаться и перевариваться, и их остатки в виде оксалатов, они должны выводиться, оксалаты у нас выводятся желудочно-кишечным трактом в том числе, где-то 20-30%. Если убитый у нас желудочно-кишечный тракт, то они перестают выводиться, при этом у человека белков он принимает много, они у него не перевариваются, все шурует в почки, и это все приводит к дальнейшему появлению подагры. Человек говорит, вот у меня подагра, что мне делать? Нужно уменьшать белки, хотя они и так не перевариваются, и это отравление происходит. Именно поэтому я говорю, что белков на самом деле не хватает, но их просто организм не может переварить. Почему? Что-то с ним случилось, пепсина не хватает. Поэтому пепсин это очень важно для человека. И в случае, если происходит такое, то поддержка почек очень важна. Это препараты моей компании. Называется один препарат асцимид, второй препарат ренокс. Также всегда помните, что если у вас отек, общее состояние такой отечности, особенно в утренние часы, если вы не болеете аллергией и считаете, что это не аллергическая реакция, то можете принимать дополнительно препараты калия, так как препараты калия способствуют мочеотделению и улучшают общее самочувствие. Это препарат уролиз и второй препарат манкулит. Или тот, одна чайная ложка на 1-2 стакана воды, конечно же, принимайте. Запах серы, сероводорода очень часто является признаком проблем с пищеварением, таких как синдром избыточного бактериального роста, есть такой, и болезни печени. Также может быть связан с употреблением в пищу продуктов богатой серой, чеснока, лука, некоторых овощей. Ну, с этим понятно. Что необходимо делать? Скорректировать диету, не есть чеснок, лук, но на самом деле необходимо лечить печень. Очень часто у людей, у которых есть хронический алкоголизм, они пахнут серой. То есть изо рта пахнет таким огненным серным запахом, смолой прямо пахнет. Вот эта смола есть следствие формирования цирроза. Очень часто у человека, у которого есть проблемы с печенью, проблемы с вот с таким запахом или цирроз формируется какой-либо формы, или проблемы там, гепатита перенесенного, герпеса, может появляться такой серный запах. При алкоголизме хроническом очень горят ноги у таких людей. То есть человек ложится спать, и ночью у него пекут ноги, он ничего не может с этим сделать. Кожа зудит, это все является следствием вот таких заболеваний. Если зудит кожа, если склеры глаз желтые, в случае, если человек быстро худеет, в случае, если у него тошнота стабильно хроническая, в случае, если на кончике языка постоянно горечь или у корня языка постоянно горечь, ощущение будто горького больше во рту, чем всего остального, сильная реакция на любую горечь, появляется сразу же тошнота, головокружение, пекут ноги, зудит тело, особенно зудит в области под лопатками. Кстати, под лопатками вдоль позвоночника зуд является еще и следствием сахарного диабета второго типа. Кстати, в случае, если зудит еще и вагинально, у мужчины появляется на крайней плоти молочница, то это тоже является следствием сахарного диабета второго типа.
И, конечно, в этот момент необходимо принимать 100% препарата от сахарного диабета там, или обратиться к эндокринологу. В нашей компании это препарат глюконорм и второй препарат гликоцитрохромин. Итак, какой там у нас еще запах может быть? Запах рыбы. Он часто очень бывает от тела, ну бывает и изо рта тоже. Может быть признаком триметилминурии, генетического расстройства, и не получается расщеплять триметилмеламин. И это все связано с генетическим заболеванием. Также при муковисцидозе есть такие проблемы, особенно у детей, если они рождаются, вот такие нетипичные запахи рыбы. Запах рыбы это может быть еще и какими-то выделениями, которые могут быть связаны в том числе с онкологическими или даже с гинекологическими или даже с венерическими заболеваниями. Запах пота с выраженным мускусным оттенком. Мускусный оттенок это такой запах, как будто моча и слишком ароматическое, то есть очень резко, прямо аж бьет, знаете, в лицо. Часто связано с высоким уровнем тестостерона и гормональным дисбалансом. Также может указывать на наличие определенных бактериальных колоний на коже. И такой запах очень часто может быть у людей, у которых есть проблемы герпеса, могут быть с проблемами с поражением печени, при циррозе может быть, при употреблении алкоголя. Также я такие запахи очень часто замечаю у людей, у которых есть рассеянный склероз. И очень часто замечал при боковом амиоспастическом склерозе. И такое видел у людей при Альцгеймера, вот резкий запах мускуса, и он никуда не девается. Также при употреблении стероидных препаратов, особенно у мужчин, которые занимаются активно бодибилдингом, и женщин, которые занимаются бодибилдингом, появляется от тела вот такой запах, который является прямо фактически показывающим на то, что эти люди усугубляют там препаратами стероидными, гормональными стероидными препаратами, там какими-либо. Поэтому мускусный оттенок говорит о том, что пора остановиться, и говорит или прямо кричит о том, что есть проблемы печени. При длительном употреблении таких препаратов могут происходить склеротические изменения аорты печени, склеротические изменения поджелудочной железы и склероз сосудов как сердца, так и легких. И это мы очень часто видим, когда наблюдаем спортсменов, которые очень длительное время принимают вот такие анаболические стероиды. Спорт должен быть не только красивым, спорт должен быть еще и здоровым. Поэтому не усугубляйте, старайтесь обращать на это внимание. Формирование тромбоза в аорт происходит чрезвычайно медленно, спасти потом человека невозможно, а болеть человек может очень долго этим. И очень будет проблемно. Запах несвежего тела. Такое есть. Ну, наверное, нужно сказать, потому что человек долго не мылся, да. На самом деле это при сахарном диабете и очень часто у женщин, которые страдают анемией на фоне голода. Очень часто бывает запах несвежего тела от женщин, и это первые признаки того, что эта женщина, она перестала нормально кушать. То есть, если женщина худеет, можно это определить мгновенно. Это дряблость кожи на уровне ягодиц, это белая дряблая кожа, которая быстро стареет. И это, конечно, всегда запах от тела, который токсично пахнет, как будто тело не свежее. То есть, как бы человек не мылся, чем бы ни занимался, у него будет такая проблема. Очень часто это происходит при булимии. Необходимо пересмотреть рацион питания, начать принимать мой препарат Гормонорм. Запах гари, вот еще бывает. Может свидетельствовать о проблемах с пищеварением, таких гастрит и язвенная болезнь желудка, где кислоты вступают в контакт с тканями, вызывая сгоревший запах. Опасно. Также является следствием реактивного панкреатита,
Также может говорить о расстройствах пищеварительной системы и разрушением гепатоцитов нашей печени. Это может указывать еще и на высокую кислотность желудка. И очень часто запах гари появляется в случае, если человек очень долго голодает. И это может быть первым признаком того, что необходимо обратиться к гастроэнтерологу и проверить прежде всего 12-перстную кишку. Плесневелый такой запах. Вот. Запах изо рта плесневелый может возникнуть из-за распада тканей в легких. Очень часто плесенью пахнет человек при туберкулезах, эмфиземах, хобле, особенно в запущенных формах. Запах изо рта ацетона. Вот давайте еще. Говорит о кетоацидозе. Уже говорил, запах гнили или разложения. Может быть танзелит, абсцесс, заболевание желудка. Сероводорода, тухлых яиц, заболевание желудочно-кишечного тракта, гастрит или язвенная болезнь, заболевание аммиака, почечная недостаточность, уже говорил. Кислый запах, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ. Запах серы, диета, содержащая серосодержащие продукты, лук, чеснок, плесени, затхлый, хронический синусит, грибковые инфекции, туберкулез. Гнилостный запах с примесью крови, это пародонтит и гингивит бывает. Кстати, у меня великолепные есть препараты от гингивита и пародонтита в том числе. Это мои таблетки жевальные, которые называются Лизам. Поможет деснам вам. И великолепная паста, которая называется Сатва. И препарат Лизоцим. Запах фекалий, вот такой еще бывает. Говорит о кишечной непроходимости, а также тяжелых поражений кишечника, в том числе может быть панкреатит, в том числе может быть язва. Может говорить непроходимость, тяжелые инфекции желудочно-кишечного тракта и так далее. Скажите, вам это было интересно сегодня? Продолжим или давайте чуть-чуть поотвечаю все-таки на вопросы? Давайте поотвечаю, потом продолжим. Итак, что тут у вас за вопросики? Ой, сейчас. Ага. Про ремонт одягу. Щиро дякую, Андрій Андрійович, будь ласка, мені дуже приємно. Комфи. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Можете посмотреть мою дочь, если ей необходимо лечить в первую очередь. Елена, 23 июня 1981 года, пьет бетулиновую кислоту и препарат железа. Чем можно помочь? Необходимо принимать препараты железа правильно. Также необходимо принимать препараты Ксилокс для кишечника. Принимать препарат Демилон, бетулиновая кислота. Можно еще ресвератрол. Да, это все препараты, которые помогут. Оксана, здравствуйте. Сейчас начинается сезон простуд. Подскажите, что пить для профилактики, чтобы не заболеть? Какие БАДы принимаются, если уже простудился? В случае, если вы хотите не болеть на протяжении года, используйте мой опыт. Возьмите 3 препарата, которые называются Гемартан. Где-то пикает. Гемартан, второй препарат называется Кобальт и третий препарат Германии. Смешайте их между собой. И делайте ингаляции. Сделайте за 7 или за 10 дней 10 ингаляций по 10 минут. После чего на протяжении где-то 6-7 месяцев болеть не будете вирусными заболеваниями. Проверено. Также и Кобальт, и Ванадий, и Германии можно между собой соединить и принимать по чайной ложке 1 или 2 раза в день. Это является тоже мощным противогерпетическим и улучшающим общую систему нашего организма. И что делать и как помогать детям, которые простуживаются? Обязательно имейте дома лизоцим жидкий. Капайте его в водичку и принимайте. 1 стакан воды и 10-15 капель лизоцима жидкого. Его на очень долгое время хватает. Можно утром и вечером его принимать. Детям же покупайте таблетки, называется Лизам. Они будут их разжевывать, с удовольствием их принимают. И это поможет им справиться с вирусными заболеваниями. Для улучшения общего состояния есть суперпрепараты, их 2. Запомните их название. Один называется у нас Грипп Депо, который специально был мной разработан как препарат, который можно принимать в виде профилактики простудных заболеваний, особенно аденовируса, особенно модного заболевания.
И второй это препарат, который называется, был такой антиангин, я не знаю, сейчас он есть или нет. Это когда начинается ангина, вот принимать его. Также препараты, которые имеют проверенное стимулирующее иммунитет действие, это препарат, ну прежде всего, Instamax. Ну и, конечно, моя любимая бетулиновая кислота. Ну сюда можно добавить ресвератрол, это новый препарат нашей компании тоже. Олег Игнатов. Здравствуйте, Андрей Андреевич. После прошлогодних операций не могу до сих пор восстановиться. Головокружение, нетвердая походка. Что посоветуете? Спасибо. Да, такое бывает, что после операции у человека происходит изменение вестибулярного аппарата, могут появляться проблемы, связанные с проходимостью сосудов, также операция может быть связана с потерей крови. Какую стратегию выбрать для того, чтобы улучшить общее состояние? Прежде всего, стратегия должна заключаться в улучшении работы вашего желудка и кишечника. Это на первое место, это как большой котел, он весь организм может как разрушить, так и восстановить. Каким образом или с чего необходимо начинать? Принимайте сорбенты. Это антитокс драй в порошке, 1 чайная ложка на стакан воды. Принимайте по 1 стакану 2 раза в день. Препарат каолин жидкий по 1 чайной ложке на стакан воды. Тоже можете его принимать. Или просто в таком жидком виде можете принимать. И третий мой любимый препарат, это может быть Instamax. А может быть, знаете что, можно попробовать лизоцим экстра. Или ксилокс. Можно и то, и то. Не торопитесь восстанавливать походку. Не торопитесь сражаться с головокружением. Скорее всего, это связано с потерей крови, с общей слабостью, с недостаточным, с отравлением организма, с применением послеоперативно применением антибиотика. Возможно, сейчас не может организм справиться, но больше всего, поверьте, он страдает как раз в этом отделе. Больше всего. Все работает по принципу накопления. Белки не усваиваются, жидкость, вода не усваивается. И в итоге мы и наш организм, он начинает страдать от того, что белков нет, а от того, что жидкость мы недополучаем. Почему-то не хочет. А как заставить, чтобы хотел? Необходимо восстанавливать ЖКТ. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Как бороться с повышенным давлением? Великолепное средство есть в моей компании от повышенного давления, называется Тонизон. Также есть Тонизон чай. Принимайте по 2 таблетки 3 раза в день. Запомните еще 2 названия. ЕМА, 1 чайная ложка на стакан воды 1 раз в день. И третий препарат, который может помочь, это аргинин, 1 или 2 чайные ложки на стакан воды. Аргинин, Тонизон, ЕМА. Если принимать 3 этих препарата, очень эффективно. Я в свое время очень страдал высоким артериальным давлением. Мне очень помогло использование препарата аргинин по 1 чайной ложке 3 раза в день. Вместе со спортивным питанием я его принимал. И второй препарат, который прям вот очень зашел мне, это был Тонизон и коэнзим Q10. Коэнзим Q10 очень помог. Я принимал аргинин по 1 чайной ложке 3 раза в день и коэнзим Q10 по 1 таблетке 3 раза в день. Мне лично это очень помогло. Юлия, доброго дня, Юлия. Чи добьюсь я успехи в карьере? Ну, зайчик мой, как у нас называется сегодняшний вебинар? Он же у нас называется «Секреты самоисцеления». Ну, какие добьюсь я успехи в карьере? Ну, какие? Доброго дня, Андрей Андреевич. Помогите в лечении пупочной грыжи у ребенка 6 лет. До возраста 7 лет пупочную грыжу ставить нельзя. Возможно, со временем, когда ребенок вырастет, данной проблемы не будет. В народе лечат так. Берут гладиолус, этот гладиолус перемалывают, накладывают на место пупочной грыжи на 1-2 часа. Также есть растение, называется грыжник. Заваривают 1 чайная ложка на стакан воды, пьют по 1 стакану 1 раз в день долго. И еще щавель конский. 1 чайная ложка щавля конского на стакан воды, тоже пьют его на протяжении 1-2 месяцев. Доброго дня, у дитини 7 місяців з'явилась косоокість. Питання, чи можна допомогти якісь заговори? Може і є, але зараз в нас не за заговори ми ж кажемо, так? Ми ж спілкуємось по тибетській формулі. Ну ви даєте, заговори. Заговори.
Анна, здравствуйте, Андрей Андреевич. Как убрать страх? К неврологу идите. Пусть невролог поставит диагноз. Здравствуйте, Андрей. Как убрать страх? Уже 3 месяца мучаюсь и цикл даже сбился. Заник помогает только гидозепам. Мне 44 года, помогите, пожалуйста. Это как раз мой вопрос. Смотрите, страх возникает, потому что высокий адреналин. Высокий адреналин возникает, потому что есть нарушение мезолимбической системы дофаминового моста, который, скорее всего, угнетает мезокортикальный. Из-за этого появляется это все. С чем это связано? С повышенной кислотностью желудка. С повышенной кислотностью желудка. Желудок с повышенной кислотностью реагирует и повышает кислоту, и это повышает адреналин, как ни странно. Что может помочь и как справиться? Пейте больше воды, воду принимайте карбоновую. Второе, обязательно начните лечить поджелудочную железу. В большом количестве принимайте мой препарат Панкрисорб. По 2-3 таблетки, 2 или даже 3 раза в день. И препараты для печени, Тантал, по 2-3 таблетки тоже 2-3 раза в день. На фоне приема зоника и гидозепама и приема моих Панкрисорба и Тантала для печени и поджелудочной железы справитесь с этим. Чем снижать кислотность? Можно первое время попробовать принимать небольшое количество соды. 1 чайная ложка соды. Нет, не пейте, не надо соду. Она у вас не снизит ничего, не сделает вам лучше. А чем соду хорошо тем, у кого запоры или аллергии. Чем вот можно помочь снизить адреналин. Панкрисорб принимайте. Можно любые ферменты там, поджелудочной железы, можно крион, самую высокую дозировку возьмите, с каждым приемом пищи тоже принимайте. Это тоже может улучшить общее состояние. Не мозги нужно лечить, здесь нужно лечить. Здесь страх, здесь. Он живет здесь, в поджелудочной железе нашей. Зоя Чагарная, спасибо за вашу постоянную помощь, муж Павел. 17 августа прооперировали, в конце января непроходимость, все блендерим, продолжается, есть геморрой, операцию. Поможет самый обычный сок картофеля. Возьмите сок картофеля, пусть пьет по одной стопочке сырого сока картофеля 1, 2 или даже 3 раза в день, запивая водой. Также еще второе, обязательно давайте ему там, где геморрой, возьмите мой нодик, смазывайте. А можно просто вьетнамской звездочкой. Продолжать блендерить, продолжать однозначно. И что еще поможет? Поите его медовой водичкой. Берите медовую воду. 1 чайная ложка, желательно мед такой, чтобы был желтенький. И с водичкой тепленькой, можно не горячей, разводите. И маленькими глотками, так каждые там 3-4 часа, чтобы там 1 маленький глоток делал. Во рту пополоскал и медленно выпил. Вот так вот можно. Зоя Чагарная. У Павла 1 ноября 93 падает зрение, делал операцию грыжа пищевода, занимается спортом. Что посоветуете? Хочет вернуться в Украину. Не надо ему сейчас возвращаться в Украину. Грыжу пищевода вот таким образом, ну вот так условно, щелчком пальца убрать невозможно. Необходимо лечить очень долго весь желудочно-кишечный тракт. И чем убираются или проблемы зрения? Мнемонормом, такой есть препарат у меня, мнемонорм, и второй препарат называется глаукамин, можно и первое, и второе применять. Фитокулис, есть капли для глаз, можно их попринимать. Чем убрать или постараться убрать грыжу пищевода? Грыжа пищевода — это увеличение отдела желудка. И обычно убирается на фоне применения препаратов для поджелудочной железы. Первое, никакого алкоголя, вообще категорически ни в каком виде. Все грыжи формируются очень часто как раз после возникновения проблем с поджелудочной, которые возникают на фоне либо стрессов, либо панкреатита. Что принимать? Панкрисорб, ксилокс, метеофан, по 2 таблетки 3 раза в день, инстамакс для восстановления микрофлоры желудка. Лизоцим.
Низкий вам поклон. Ой, спасибо. Спасибо огромное за ваше доброе сердце. Внук Вадим, 14 лет, 3 года болеет эпилепсией. Принимает противосудорожные, приступы участились, есть лишний вес. Да, это как раз вот тот вариант, помните, я говорил, что белки не усваиваются. По моему мнению, как раз у детей, у которых не усваиваются белки, и в дальнейшем и происходят такие проблемы. И что необходимо делать? Первое, необходимо восстанавливать работу желудочно-кишечного тракта. Чем? Препарат Ксилокс, жидкий каолин, препарат Панкресорб и препарат Лизоцим. И это все принимать в комплексе. Если принимать в комплексе, плавно восстанавливая, пепсин обязательно. Пепсин, причем по 2 таблетки 2-3 раза в день. Если принимать в комплексе, то где-то за 3 месяца вот эти приступы частые, которые возникают, хоть они и периодические, уменьшатся. Были ли способы, были ли, не способы, а было ли когда-либо полное излечение? Вы понимаете, я не являюсь клиническим врачом, у меня нет возможности вести человека до его полного излечения в данный момент. Нет клиники, нет возможности применять данные препараты в клинической терапии. И, конечно же, мечта такая есть, но, скорее всего, в той стране, где я живу, этого никогда не произойдет. Но интерес у меня имеется. Тем не менее, могу сказать, что по секрету мне говорили, что улучшение очень хорошее было в тот момент, когда какому-то количеству детей и взрослых давали применять или применяли прежде всего препараты для лечения ЖКТ. Именно то, о чем в свое время говорил доктор Ниши. Он говорил о том, что если человеку давать препараты, которые могут повлиять на его кишечный бином и улучшить его общее состояние, то это является ключом для лечения не только заболеваний аутоиммунных, а является еще и ключом, который может в дальнейшем помочь при лечении любых неврологических заболеваний, даже психиатрических. Причиной эпилепсии является доброкачественное образование возле гипоталамуса. Стоит ли соглашаться на операцию по удалению? Нет, этого не может быть. Дело в том, что любые опухоли, даже доброкачественные, которые находятся на уровне гипоталамуса, не могут повлиять на появление судорог. На появление судорог могут повлиять опухоли, которые могут находиться в височной области, а гипоталамус или в области гипоталамуса нет. Нет. Нужно ли идти на операцию? Скорее всего, нет. Нужно смотреть энцефалограмму, ничего не могу сказать. Но поможет ли операция? Я вот так не могу сказать. Я не могу брать на себя ответственность. По моему мнению, нужно еще дополнительное обращение еще к одному нейрохирургу и, возможно, неврологу, еще какое-нибудь мнение. Даже лучше не одного врача, а 2-3, причем из разных стран, чтобы просто посмотрели и сказали, какой анамнез, когда был дебют, каким образом проходят у него эпилептические припадки, как часто возникают абсансы. И это все, если сейчас какие-то проявления психики, поставить не один диагноз, а посмотреть, если энцефалограмму посмотреть, эпилептологу обратиться, что он скажет, много всего. Но вот так вот однозначно сказать, что операция это на 100% уберет, нет. Я так думаю, что нет, но опять-таки это чисто мое индивидуальное мнение, не является советом совершенно. К сожалению, я никак не смогу помочь. Наперед вам вдячна з порад моєму сину врожденних тіоз. Яке лікування порад, щиро дякую. Возьмите обычную гиалуроновую кислоту в жидком виде. И каждый день пусть натирает, вот так берет руки и... Сейчас я что-то не то говорю. Я чуть-чуть спутал.
Правильно я все говорю. Значит, пусть берет гиалуроновую кислоту, вот так натирает влажные руки, и в тех местах, где есть ихтиоз, вот эти места пусть смазывает. Также неэластичность формирования и формирование ихтиоза обычно связано, считается, что это связано с какими-то инфекциями, которые сродни герпетическими. Поэтому можно попринимать препарат ГВИ, Германии, можно сделать вот эти тройные ингаляции, ванадий, висмут и кобальт. И Германии. Наверное, Германии, кобальт и ванадий. Вот так. Германии, кобальт и ванадий. И попринимать тоже Германии, кобальт и ванадий. Вот эти места, где появляется ихтиоз, очень хорошо смазывать гиалуроновой кислотой. Также поможет еще прием больших дозировок аскорбиновой кислоты. Почему? Очень часто как раз у людей, у которых появляется цинга, очень часто у этих людей, помимо того, что у них выпадают зубы, очень часто на коже появляется вот такое заболевание, которое полностью исчезает в случае, если дополнительно дают или применяют в ходе лечения, введение парентерально или диффузно дополнительно аскорбиновой кислоты. А вы можете перорально, не страшно. Зинченко Ирина, подскажите, с каких препаратов ТФ начинать восстановление здоровья, чтобы они были совместимы между собой? У меня узловой зоб, фиброзно-кистозная мастопатия, киста печени, панкреатит и миома. Вы должны знать, что любые узлы являются в нашем организме следствием, как ни странно, плохо работающих гормонов любых. И почему это происходит? Это все связано с адреналинами нашими. То есть это все адреналин, он коварный, ужасный, но при этом еще и спасительный и исцеляющий. Поэтому нам с одной стороны это чрезвычайно необходимо, а с другой стороны вот такие появляются проблемы. И что же делать? Начинайте с панкреатита. Это первое, на что необходимо поставить ставку. Панкреатит и лечение панкреатита и печени — это первое. Печень лечите бетулином, панкреатит панкрисорбом. Узловой зоб лечите препаратом лопчатки. Или же и обязательно принимайте йод. Самый простой — это наш йод, потассиум йода. Самую высокую дозировку — 1 таблетка 2 раза в день. Не слушайте никого. Буквально позавчера с девочкой общался из Италии, которая сказала, доктор-эндокринолог сказал, ни в коем случае йод не принимать, Андрей Андреевич. Вообще, категорически. Узловой зоб у нее там 4 степени, уже оперировать нужно, и там говорят, что он превратится в онкологическую опухоль, и там срочно удалять и так далее. И вот она вчера со мной связывалась, так вот ее узловой зоб на фоне применения просто обычного йода уменьшился больше, чем на 80% за 1 месяц. И это о чем говорит? Это говорит о том, что узловой зоб реагирует на применение йод содержащих продуктов. Поэтому пусть не морочат голову, серьезно. Здравствуйте, уважаемый Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какое имеет значение ставить ноги вверх? Если человек ставит ноги вверх, согласно рефлексотерапии Силюфата, он говорил о том, что если человек ставит ноги вверх, а голову вниз, то человек молодеет. Это связано с неким понятием 2 энергий, каня и ли. Кань обозначает вода, а ли обозначает огонь. Таким образом, в человеческом организме есть кань и ли, 2 пирамиды, которые соединяются в земле. То есть нижняя пирамида с огнем, она внизу стоит, а верхняя, она стоит наверх. Она с водой. Вода проникает сквозь землю поджелудочной железы, заливает огонь, превращающийся пар поднимается вниз, а огонь становится не огнем. И он говорил, что перевернуть кань и ли можно, если человек делает переворачивание. И это является традиционной процедурой, которую используют чрезвычайно широко в Китайской Народной Республике. И она имеет название. Она имеет название, которое было описано Силюфатом в своем знаменитом трактате «7 свитков парчи».
или 7 оборотов парчи. И там он сказал о том, что необходимо для вечной жизни переворачиваться и находиться в этом состоянии. Я могу сказать, что если человек попытается это сделать, то его могут ждать неприятности, потому что наше развитие, оно не связано с китайским восприятием мира, где они готовятся к этому, но начинают заниматься перевернутыми позами чуть ли не с 20 лет. А мы ждем до 60 и потом начинаем переворачиваться. И поверьте мне, это в большинстве своем очень травматично, плохо и чревато какими-то увечьями. Поэтому оно нам не надо. Давайте жить долго без этого. Добрый день, вы волшебник. Брата забрали на войну, заберем оттуда. Как все будет? Ну, что вы мне пишете? Вы хотите, чтобы что мне сейчас? Чтобы я отвечал на эти вопросы, меня посадили? Что вы такое пишете? Как вам не стыдно? Это ж компрометируете меня. Я маленький человек, я сел здесь и лечу людей. Я пытаюсь им дать советы какие-то. Видите, они ж кому-то нужны. Ну вот что вы такое делаете? Потом что они напишут? Найдутся 3 журналиста, они напишут о том, что я там где, какая страна. Потом это выяснится. Ну, зачем вы это делаете? Очень бесчеловечно. Это ж противозаконно. Вы спрашиваете, получится противозаконно или нет. Ну вы хоть... Ну как? Лариса Терехіна, Терехова. Скажіть, будь ласка, у мене свербить права пота вже декілька років. Крема допомагають на деякий час, як можна це вилікувати? Дякую. Это может быть у вас псориаз там формируется. Нельзя вот так прямо сказать, что это такое. Микоз может быть, грибковая инфекция. Попробуйте, не обязательно поможет, но попробуйте использовать вот что. Возьмите, знаете что, возьмите яйцо сырое куриное, положите его прямо в сыром виде в шкарлупе в баночку, залейте уксусом, пусть оно постоит в теплом месте, ну, на протяжении там 10 дней, потом пробейте его, взболтайте. Вот эта смесь, она неплохо пахнет, хорошая. Можно даже процедить, не обязательно, потому что там будет такая кожица плавать, она не принципиальна. И вот этой смесью попробуйте стопу, где она чешется, попробуйте ее там посмазывать. Обычно вот такие несложные дерматиты или дерматозы, они, даже если они имеют грибковую инфекцию, они могут убрать. Второй вариант. Берете, в случае это микоз, то можно использовать вот что. Хлоргексидин, смазываете хлоргексидином. А после этого через 2-3 минуты смазываете бетадином, йодным раствором. Хлоргексидином и после этого бетадином. Как вылечить грибок в ушах? Смазали хлоргексидином. После этого сухим тампончиком протерли и после этого бетадином. И все, будете так делать 7-8 дней, на год забудете о грибке в ушах. Проверено 100%, 1000 раз. А эти все, там, Андрей Андреевич, надо вот такие мази. Слушайте, если человек болеет грибком в ушах на протяжении 10 лет, то в наших аптеках нет таких мазей, которые могли бы с этим справиться. А хлоргексидин и бетадин дешево и сердито. Мила. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Подскажите, что принимать при болях с левой стороны под ребрами? Болит с левой стороны спины ниже лопаток. Врач сказал гастрит, обострение, но не верю. Смотрите. Так бывает, что в случае, если у человека происходит отек, то у человека может формироваться при отеке небольшое искривление позвонков. И очень часто боль между лопаток или под лопаткой может говорить о листозе или грыже. И вам, скорее всего, не гастроэнтеролог нужен, а, скорее всего, вертебролог или невролог, который точно скажет, является... Но я вот могу сказать, что, скорее всего, это у вас не связано ни с желудком, ни с сердцем. Это у вас болит, потому что вы простудились. А чем посмазывать? Возьмите камфорный спирт и посмазывайте. Если за 1 неделю не пройдет, поменяйте камфорный на нашатырный. Дмитрий Остапчук.
Но видите, у Дмитрия Стопчука непонятные здесь. Сейчас я вас одну минутку, мой уважаемый Дмитрий Стопчук. Сейчас я вас заблокирую. Вы мой хороший. Вечер добрый, шановный Андрей Андреевич. Добрый вечер. Ирина Емельянова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Смотрела ваш ролик, где исцеление через коды, но не знаю, как называется. Нарост на указательном пальце так и не исчезает. Почему? Не со всеми работают такие коды. Что еще можно делать? Вам необходимо обратиться к врачу, посмотреть и поставить диагноз, определить, что это за заболевание. Помните, я сегодня говорил о болтушке, когда человек делает болтушку, и болтушку из яйца и уксуса. Попробуйте ее применить. Мне сегодня в Телеграм написала моя знакомая. Я сейчас открываю. Ага. Глевчук Катя ее зовут. Она отправила фотографию и написала мне: сильно зудит, какая-то была холодовая аллергия на сквозняк. Не мочу, начала пить расторопшу. Нет, это не поможет. Это похоже у вас прямо на герпетическое что-то. Чем можно убрать? Да, вам кажется сложно, на самом деле убрать несложно. Поможет любая ментоловая мазь. Зайдите в аптеку, скажите: мне нужна ментоловая мазь. И этой ментоловой мазью смажьте это все, и пройдет. И детская присыпка. Ментоловая мазь, детская присыпка, и вот этого не будет. А там печень, расторопша, это долго будет. Боже мой, какие сумасшедшие. Так. Добрый вечер, с огромным уважением к вам и зрителям. На вашем канале совсем случайно. И очень рада, что познакомилась. Людмила, спасибо от чистого сердца. Таткакти. Доброго дня. Доброго. Від щирого серця вітаю вас, Андрій Андрійович. Дякую вам за всі ваші поради для нас. Дуже приємно. Скажіть, будь ласка, як часто потрібно слухати шум? Якщо людина хворіє, то потрібно слухати скільки зможе. Це доки людина слухає, воно працює. Зняв, вже не працює. І скільки потрібно людині, щоб вилікуватись, я не можу сказати. Для того, щоб це все вивчити, і мені для цього потрібні сумасшедші гроші. Потрібні люди. Я хотів би зробити таку клініку, де б я був тою людиною, хто почав це приміняти, і там пробувати якось цим робити і так далі. Так я ж не тот человек, который зарабатывает миллионы. Конечно, хочется верить, что я зарабатываю миллионы, но это не так. Мне для того, чтобы исследовать эти шумы, которые я делаю, мне необходимо очень много денег. То есть как я их делаю, там, что там происходит и так далее. У меня очень много есть с этим уже связанных там и работ, и наработок и так далее. Но как это воздействует, сколько это слушать, там, какие-то дополнительные исследования, которые я умею делать как медицинский работник, у которого есть опыт работы с наукой. Ну вот, мне для этого необходимо. Поэтому я, к сожалению, вам не скажу. Это то, что я сделал шумы. Это, скорее всего, ну, наверное, лет через 800 или 900 будет естественной терапией для людей. А то, что сейчас об этом говорят, ну, уже говорят, там, Массачусетский есть институт, где они изучают вот такие реверберации, вибрации, ну и акустические, то в дальнейшем они уже сейчас говорят, что это влияет на то, да влияет на то, есть там система тонов и там куча всего. Да, все это можно исследовать, это очень несложно исследовать, этому можно посвятить свою жизнь, но я уже чуть-чуть в это окунулся и могу сказать, что это и неприбыльно, и очень дорого, и так далее. И люди в целом, они не очень благодарны, потому что даже слушая, там, могут гадость написать, или пожаловаться, или заблокировать. У меня, кстати, канал в очередной раз, который называется Ситхи Саунд, который бесплатно делал, куда выложил эти все шумы, в очередной раз написали 1000 жалобов там, или 5000 жалобов. Зачем это? Что это такое? Нет у меня претензий, я просто понимаю, что такое будет всегда. Ничего страшного, это борьба добра и зла.
Гентарий Бурсовины. Добрый день, у моей мамы диагностирована тяжелая форма болезни Лайма. Как бы вы порекомендовали лечиться, чтобы избежать побочных эффектов? В свое время я разработал препарат, который называется КФС. Вот этот препарат КФС, я его рекомендую применять при болезни Лайма. Но применять я его рекомендую в дозах нарастающих. Первый день 1 таблетка утром, 1 вечером. Второй день 2 таблетки утром, 2 таблетки вечером. Третий день 2 таблетки утром, 2 таблетки в обед, 2 таблетки вечером. И после этого вновь в обратную сторону до 2 таблеток. Вот таких циклов необходимо пройти хотя бы 4. При этом применять это вместе с коэнзим Q10, таким препаратом. Тоже 1 таблетка с каждым приемом вот этих таблеток. И по моему мнению, эффект может быть очень ярко выраженным. Почему? Дело в том, что там происходит внедрение в саму клетку и повреждение митохондрий. И внедрение в саму клетку с поражением большого количества клеток происходит агрессивно и активно. Но подавить это может внутренний вот этот ликвор, можно его назвать, который находится в самой клетке, который состоит из 12 клеточных солей. И повреждение 12 клеточных солей и приводит как раз уменьшение вот этой жидкости и возможности эту клетку в дальнейшем уничтожать. И для того, чтобы этого не происходило, необходимо принимать эти 12 клеточных солей. Это соли Шуслера, клеточные соли. Я в свое время их сделал, запечатал их в таблетку и добавил туда определенный вид, который называется, одной из разновидностей никотиновой кислоты, который называется никотинамида динуклеотид фосфат. Вот так. Не выговоришь с одного раза. И вот так можно пробовать. У ребенка 13 лет, пятна витилиго. Можно ли ему применить ваш препарат? Спасибо большое, очень нравится вас слушать. Сейчас прохожу первую ступень. Нужно применять в большом количестве лизоцим. Если применять в большом количестве лизоцим, то данное заболевание у ребенка исчезнет. Это проверено. Ничего не нужно больше. Лизоцим экстра, если принимать, есть препарат, вот по 2 таблетки, 2 или даже по 1 таблетке 3 раза в день на протяжении 6-7 месяцев. Это уберет у него заболевание витилиго. Андрей Андреевич, расскажите, пожалуйста, подробнее о жидком изотоне, как его правильно пить и от каких заболеваний. Данный препарат мной был разработан как препарат от онкологии. В чем особенность данного препарата? Он сделан из вещества, которое находится в коже глубоководной рыбы, которая есть в Иордании. И он имеет фосфорицирующее действие. Когда человек принимает такой препарат, то такой препарат нашим организмом никак не воспринимается, но у него есть одна особенность: он попадает в онкологическую клетку и может в ней накапливаться. При большом накоплении наш организм начинает фосфорицировать или иллюминицировать. И наш организм начинает эту опухоль или эту клетку находить. В этот момент он начинает принимать, как ни странно, меры по устранению, используя цитокины или используя иммуноглобулины, фермент иммунный. И это все в комплексе используя клетки лейкоцитов. И это все в комплексе Т-киллеры. Это все в комплексе может повлиять на, я называю это одним из способов идентификации онкологической клетки. Вот смотрите, если бетулиновая кислота апоптоза, то есть накапливается и клетка засыхает, и выборочно может лечить, то изотон он может накапливаться, и эта опухоль становится видная, ведь наш организм должен с ней справиться, а организм не видит. Мы ее обозначаем, и она начинает быть видимой. Как применять? 1 чайная ложка 1 раз в день. Применять необходимо долго, от 30 до 90 дней. Очень невкусно. Маріна Гуліна. Есенціальний тремор. Тремтить голова та тіло, особливо коли хвилююсь, то краще приймати. Дякую. Начните обязательно с поджелудочной железы. Принимайте панкрисор по 2 таблетки 3 раза в день. Второе. Принимайте мой препарат, он называется алгоцин. По 1 чайной ложке 1 раз в день. И третий препарат, который называется аргинин.
L-аргинин. Его принимайте по 2 чайных ложки на стакан воды 2 раза в день. L-аргинин 2 месяца, алгоцин тоже можно 1 месяц и можна еще коензим Q10. Ви так гарно розмовляєте українською, дякую вам. Але я можу сказати вам, що в мене є проблема з цим. Бо коли люди просили мене, щоб я спілкувався з ними на українській мові, то я почав спілкуватися і записувати відео, і люди перестали дивитись. Тобто, якщо я спілкуюсь українською мовою, то ці відео не дивляться. Ось так. Тому я мусю спілкуватися на російській. Тамара Назгадзе. Учитель, подскажите, какие препараты раздуваются очень живот? В вашем случае живот раздувается на фоне и панкреатита, и почечной развивающейся недостаточности. Вам необходим панкрисорб, асцимид, запоминайте, ренокс и тантал, и метеофан. Панкрисорб, асцимид, метеофан, можно даже и тантал. Эти препараты помогут справиться с этими проблемами. Тетяна Бондаренко. Шановний Андрій Андрійович, особисто дякуємо вам за ваші шуми. У мене їх 10 в особистому користуванні. Дякую. Гарно працюю, дуже швидко, бажання, всім міцного здоров'я, щастя вашей роды. Ну что, давайте на такой прекрасной ноте сегодня закончим. Давайте еще о губах я сегодня тут хочу сказать. Итак, сухие потрескавшиеся губы. Сухость и трещины на губах могут указывать на недостаток жидкости в организме. Также это может быть связано с дефицитом витамина группы В, особенно В2. Аллергическая реакция на косметику, ну это понятно. Глубокие трещины на уголках губ называются ангулит или хейлит. Трещины возникают при недостатке витамина В2 и В6. А также железо. Кстати, если у вас подвижные ноги, ночью ложитесь и не можете, у вас синдром активных ног, беспокойных ног. Это, как ни странно, говорит о том, что у вас, скорее всего, анемия. И это может вылечиться, если принимать B1, B6, B12 и вместе с препаратами железа. В нашей компании этот препарат называется Iron. А неврологические препараты не помогут. Это вот так связано с этими проблемами. Очень часто это может быть связано с бактериями, гингивит, там, кариес и так далее. Это также может быть там, инфекциями какими-то дрожжевыми, стафилококковыми инфекциями, бактериальными, микозными даже. И как с этим справиться? Если это бактериальные, если это дрожжевые, если это стафилококки, обычный йод. Замажьте уголки, которые трескаются, обычным йодом. Почему? И стафилококк в открытой форме, и дрожжевые инфекции, и бактериальные инфекции стафилококк, они устраняются, йод их полностью уничтожает. Он очень мощно умеет это делать. Бледные губы, ну мы знаем, это анемия. Красные воспаленные, это могут быть инфекционные заболевания, у человека температура. Герпесные высыпания на губах, вирус герпеса. Темные пятна на губах, это могут быть реакция на гиперпигментацию на фоне там, перенесенных родов или там, гормональной терапии. Отекшие губы, аллергические реакции, гипертоническое заболевание сердца и отек квинки аллергический. Губы с белым налетом, грибковая инфекция, цирроз печени, билиарный цирроз печени, муковисцидоз, алкоголизм с развивающимся циррозом. Аккуратно с белым налетом. Храп. Ощущение жжения в груди. Аллергия, дефицит витамина В6, нервные расстройства. Жжение на губах, вернее. Жжение не в груди, а жжение на губах. Это аллергия может быть. Ну, надеюсь, вам подошла моя информация. И большое вам спасибо. Очень мне было интересно. Если вы сейчас хотите задать мне дополнительные вопросы, после того, когда кончится вебинар, можете написать мне в комментариях. Также по всем препаратам, о которых я сказал, и, собственно, как перейти в саму компанию, эту информацию вы можете прочитать прямо вот здесь, сейчас, во время этого вебинара. Позвонив по номерам телефона, которые здесь указаны, или перейдя по сайту, который здесь указан, вы можете окунуться в целый мир.
большое количество статей, большое количество информации, большое количество БАДов, большое количество соучастников, наверное, тех людей, которые уже нашли возможности улучшить свое самочувствие, сделать себя и близких здоровее. Большое вам спасибо за поддержку и